окончательно, я считаю, что окончательно приняли решение взяться за восстановление вот этого храма. Мы научились строить храмы, мы построили храм в Куйтуне. Вы все видели, красивый, но это новострой. Здесь, я думаю, что вот когда мы восстановим вот этот храм, мы восстановим район. Потом... Дорогой Николай Петрович, дорогой Андрей Иванович, Галина Алексеевна, глава этого селения, все высокие гости, дорогие жители. Сегодня настал момент, когда мы совершим молебен сейчас на начало всякого доброго дела. Когда-то это доброе дело здесь совершилось. Был построен храм, были построены и дома, которые служили пристанищем для здесь служивших священников, диаконов, для клира церковного. Но было время, когда все это пришло в упадок и запустение. Сегодня вновь наступает момент созидания. И это ничто иное, как чудо здесь, в этом отдаленном от мирской суеты селения. Сейчас мы попросим у Господа благословения и помощи на предстоящие труды. Много уже проделана подготовительная работа для того, чтобы приступить к активным действиям по восстановлению храма. Всякое дело христианину положено начинать с молитвы. И сейчас мы и спросим у Господа помощи и благословения на предстоящие труды по возрождению этой некогда поруганной святыни, храма, который и в будущем, надеюсь и верю, станет украшением этого селения, станет сердцем жизни этого прекрасного места. Священнейший Владыко, благословен Бог наш, всегда ныне и присно и во веки веков. Же благословите добрые намерения рабов своих и благоизволите благополучно начать неспешно, кроме всякого препятствия, во славу свою скончать и силой и действием и благодати Пресвятого Духа, Господу помолимся. Прежде труждающимся делателям благопоспешного всем подачи и дела рук и исправите, и в совершении силы и действия и благодати Пресвятого Духа, вечно произвести Господу помолимся. Подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Господи, явись нам, благослови ряды во имя Господне, исповедайте Господи, яко благ, яко век милость Его, Господи, противлящий, я проложил временно Господня, а ныне Боже не прегрешившийся святитель со угла, под Господа Господи, и без наших попросяй, приемлет, и ищая, обретает, и толкущему отвердится. Или кто есть от вас человек его жаждет, воспросит сын его хлеба, не да камень подаст ему, или аще рыбы просит, не да змею подаст ему, аще убом и лукавит суще, умеете даяние блага, даять чадом вашим,
остальных паче Отец ваш Небесный, даст благо просящему Его. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас, Боже, по величии милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Благословением Твоим, поспешству благополучное с удовольствием, совершению подашь, здравие с благоденствием даруяй. Молим Тебя, Вседоровитый Творче, услыши и Господи, помилуй, Господи, помилуй. помилуй, Господи, помилуй. Высланы Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли, сущих море далече. И милостью буди, Владыка, о грехах наших, и помилуй ныне. Милостью Божия человека, любит Бог, и тебе славу воссылает, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Причестных небесных сил бесплотных, архистратига Божия Михаила и всех святых, помилует и спасет нас, яко благий человеколюбие. Петрович, дорогой Андрей Иванович, Галина Алексеевна, все здесь присутствующие, за молитву, которую мы сейчас вознесли перед началом восстановления этого чудесного храма. Вот сегодняшняя погода, она, наверное, напоминает о состоянии плачевном и нынешнем состоянии этого храма, и о состоянии человека, который находится без духовного окормления. Храм — это дом Божий, это дом молитвы, где совершается главное таинство в жизни каждого христианина, таинство Евхаристии, где мы причащаемся тела и крови Христовых. И без этого жизнь человеческая не может быть созидательной, спасительной, счастливой. Это таинство совершается в храме, это таинство некогда совершалось и здесь, в этом храме до его поругания и осквернения. В скором времени храм воссияет в своем былом величии, красоте и славе. И даст Бог, в момент вновь освящения этого храма погода будет нас радовать, и мы все будем радоваться, и тогда наступит и, собственно, покой и уют в наших сердцах, в наших душах. Наступит покой и уют и в этом славном селении. Ведь без храма, без жизни по вере, без Бога, жизнь человеческая, она несчастна, она уныла и печальна, подобно тому, как мы сегодня наблюдаем в этот день и эту ненастную погоду. Но с Божьей помощью все преобразится, все будет вновь сиять здесь после восстановления этого славного, замечательного храма в честь архистратига Божия.